Привет подписчикам и гостям канала Travel.nrf. Меня зовут Алик. Этой осенью у меня появилась возможность посетить наконец-то Карелию. Поэтому в рамках этой двухдневной поездки я в первую очередь решил посмотреть бывший финский город Сартовала и парк Рускеала. Поэтому данная поездка будет разбита на два видео. И сегодня мы познакомимся с Сартовала. Я расскажу, что в первую очередь вам стоит посмотреть и сделать, когда вы его посетите. Приятного вам просмотра. Сейчас, как вы можете видеть, раннее хмурое утро. Таким образом, Сартовала встречал нас это потому, что мы приехали на ночном поезде с Ладожского вокзала Санкт-Петербурга. Помимо поезда сюда можно добраться на электричке «Ласточка» с Финляндского вокзала. У меня на все про все, как я уже говорил, будет всего 2 дня. Вообще, конечно, многие вам скажут, что в Карелию следует приезжать летом. Потому что эта республика славится своей красивой природой, и лучше ее красота, и она сама ощущается с июня по сентябрь. Но имеем, что имеем. Сейчас конец ноября, и в ночь нашего прибытия нападало много снега. Сами видите. При этом в Петербурге снега не было совсем. Выпавший снег стал незамедлительно таять, превращаясь кое-где на дорогах в грязную кашу. И как раз в такие моменты ты понимаешь справедливость совета о поездке сюда летом. Но я здесь не для того, чтобы унывать, а для получения удовольствия от изучения города. Поэтому приступим. Вначале нужно сказать пару слов о самом городе, чтобы у вас появилось первое впечатление о нем. А потом скажу, чем лучше здесь заняться и что увидеть в первую очередь. Пока гуляем, вот вам общая информация. Сартовала – это маленький провинциальный город республиканского значения с населением большого села, 14 тысяч жителей. И население города из года в год снижается. Это связано с тем, что город живет в основном за счет туристов и в туристический сезон. Расположен Сартовала в северном Приладожье, у берегов озера Ляпярвли. Вот оно какое красивое. У слова «Сартовала» есть множество объяснений. Его происхождения и точного толкования в настоящее время нет. Существует несколько версий. Поэтому этот момент упущу. Могу сказать лишь одно. Местные названия своего города не склоняют на финский манер. Хотя это вполне допустимо, слово уже давно обрусело. Также добавлю, что название города часто менялось в зависимости от того, кто им владел. Названий было 3. Например, город имел название Середоболь. А при Финской республике до 1940 года город стал называться Сартовала. И после перехода контроля над городом в пользу СССР название решили сохранить. Вообще стоит сказать, что территория Северного Приладожья веками была предметом споров между 3 государствами – российским, шведским и финским. Жили здесь, разумеется, и карелы. Город на самом деле довольно часто переходил из рук в руки. Судьба Сартовала напоминает судьбу другого финского города – Выборга. В свое время это небольшое карельское поселение в Швеции. Затем оно достигло экономического и культурного развития в Российской империи в составе Великого княжества Финляндского. А пик расцвета пришелся на короткий финский период после Октябрьской революции. В настоящее время Сартовала входит в перечень исторических городов России. Я уже упомянул, что город расположен на северном берегу Ладожского озера в 270 километрах от Санкт-Петербурга. Поэтому жители Петербурга могут ездить в Карелию как на дачу. Особый рельеф местности создает такую манящую природу в этом регионе. Это, во-первых, пересеченность, обильные скальные выходы, сложенные гранитами и слюдяными сланцами. Сартовала многие считают малой архитектурной энциклопедией. Кстати, обратите внимание, я решил, что на финский манер не буду склонять название города. Такое мнение, я сейчас говорю об архитектурной энциклопедии, сложилось из-за сохранившихся здесь построек, выполненных в самых разных архитектурных стилях. А это эклектика, финский национальный романтизм, неоклассицизм, финский функционализм и конструктивизм. В городе также можно встретить интересные в архитектурном плане строения в стиле северного модерна, которые проектировали известнейшие финские архитекторы. Мне, например, очень понравился интересный деревянный дом, построенный для первого бургомистра города. Это Карл Густав Берг. Сейчас этот дом называется Дом Берга. Это как раз стиль ампир и немного эклектики с некоторыми чертами модерна.
Здесь как раз сейчас работает кафе, где можно попробовать карельские национальные блюда. А акцент местной кухни сделан на дарах региона. Это на рыбе, дичи и ягодах. Кухня Карелии на самом деле очень простая, но сытная и вкусная. Обязательно попробуйте местную уху под названием лахикейта. Ее особенность в том, что она сделана на сливочном масле и сливках с вкуснейшей красной рыбой. Ну и на десерт отведайте ржаные открытые калитки с местными ягодами. Просто объедение. Я также покушал пельмени из лосятины, которые мне тоже очень понравились. Вообще, что касается местных блюд, разнообразие заведений, где их можно отведать, очень высоко. И практически на каждой улице в центре города можно найти местечко, где у вас будет возможность попробовать то или иное блюдо. Теперь расскажу про достопримечательности, куда следует сходить в первую очередь. В первую очередь, многие, кто приезжает в этот город, берет экскурсию на Валаам и Валаамский монастырь. Поездка на катере занимает 5 часов. Стоимость на 2024 год составляет 4800 рублей. У нас, к сожалению, не было столько свободного времени, ведь завтра ехать в парк Рускеала. А Ладогу-то увидеть все равно хочется, поэтому мы взяли 2-часовую поездку на Ладожские шхеры. О ней я хочу вам рассказать и показать отдельно. Но перед этим пару слов о других интересных местах города. Обязательно посетите городской парк Бако-Салми с его обзорными площадками. Зайдите в Краеведческий музей Северного Приладожья. Там вам хватит часа, чтобы насладиться его экспозицией. И загляните в музей Кранида Гоголева. Он является почетным горожанином, известным своими работами по дереву. Ну а мы отправляемся на водную прогулку к Ладожским шхерам. Если вам интересно, поездку мы взяли вот в этом месте. Хотя в городе достаточно много предложений на эту тему. Стоимость везде одинаковая. 2000 рублей с человека. Это в составе группы. Вот в такой катер нас пригласили. Сначала я опасался, что мы просто замерзнем на Ладоге, ведь на улице почти зима. Но, к счастью, в катере было очень тепло. В самом начале капитан нам рассказал общую информацию о местных водоемах. Затем мы просто любовались видами из окошка. Благо день разыгрался и был очень солнечным. На Ладоге мы делали несколько остановок, где капитан немного нам рассказывал о этих местах. Так вот, слово «шхеры» пришло к нам из Скандинавии и переводится как «скалистый остров». На самом архипелаге, расположенном на северном и северо-западном побережье Ладоги, насчитывается более 300 крупных островов. Поражает тот факт, что они возникли в последний ледниковый период, то есть, может быть, даже 100 тысяч лет назад. Что ж тут говорить, что местный рельеф – это уникальное и неповторимое природное образование. Поэтому нигде в России вы ничего подобного не увидите. Острова, которые мы видели на маршруте, могут сильно отличаться по местной флоре. Где-то вы увидите хвойный лес, где деревья растут практически на камнях, а где-то будут только голые скалы. В конце маршрута нас высадили в живописной бухточке возле небольшого острова. Капитан нам предоставил 40 минут для изучения острова, показав 2 маршрута к обзорным площадкам. Мы с удовольствием вышли из лодки и пошли гулять по каменному острову. Хочу сказать, что камни здесь очень скользкие, а времени для изучения нам хватило впритык, это 40 минут, чтобы все обойти. Поэтому лучше передвигаться здесь бодрее, чтобы вас потом никто не ждал. Когда мы посетили обзорные площадки, мы, конечно, не пожалели затраченных усилий, которые пришлось применить при скакании по мокрым камням. Хочу также сказать вот о чем. Погода на Ладоге меняется очень быстро и часто. Вот мы вроде отплыли и было солнечно, а на самом озере стало пасмурно и поднялись небольшие волны, и наш катер очень сильно подкидывало вверх.
Мне немного было не по себе в эти моменты. Не хотелось бы оказаться за бортом в такой холодной воде. Вообще, во время сильных ветров на озере можно увидеть волны высотой до 3-4 метров. Конечно, в шторм вы не сможете попасть ни на Валаам, ни на Ладожские шхеры. Учитывайте это при планировании экскурсии. Уважаемые зрители, спасибо, что посмотрели это видео до конца. Если вы не подписаны на канал, то подписывайтесь. Поставьте лайк и включите колокольчик, это чтобы не пропустить следующие видео на моем канале. Да, и напоследок хочу сказать, что компания Travel NRF организует горнолыжные туры в Сочи, Архыз, Домбай, Эльбрус, а также авторские туры на Байкал, в Дагестан, Армению, Грузию, винные туры по Краснодарскому краю и индивидуальные экскурсии на курортах Черного моря. Если вам интересно, то ссылку с сайта оставлю в описании. Посмотрите также видео о Нальчике и о горной Егории. Всем удачи и пока!